Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию французского кино. Здесь не будет слишком старых фильмов, здесь будут фильмы 90-х, 2000-х и 2010-х годов, которые были произведены во Франции. Итак, давайте начнем. Первый фильм – это фильм режиссера Жерара Кравчика «Такси 2», в котором в главных ролях снялись Сами Нассери и Фредерик Диффендаль, а продюсером выступил Люк Бессон. Из 5 частей эта часть нравится больше всего. Из 5 частей у нас на Blu-ray выходили только 2 и 3, а с 1 по 4 выходили также на DVD. Так выглядит внутри. Данное издание интересно тем, что здесь помимо французского оригинала с субтитрами, здесь также присутствует, кроме дубляжа, также и одноголосый закадровый перевод Гаврилова на лицензионном издании. Такое вот издание фильма «Такси 2». Далее, фильм непосредственно Люка Бессона, один из наиболее известных работ данного режиссера. Это англоязычный фильм с голливудскими актерами, произведенный во Франции. Фильм «Пятый элемент». В главных ролях здесь снялись Гарри Олдман, Брюс Уиллис, Мила Йовович, некоторые другие известные актеры. Такое вот издание. Данное издание выходило у нас в нескольких видах. В данном случае издание из коллекции фильмов Люка Бессона. Далее, следующий фильм, это еще один фильм, англоязычный фильм Люка Бессона с голливудскими актерами, и не только, фильм «Люси», в котором главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон и Морган Фриман. Режиссером выступил Люк Бессон. А международным прокатом занималась студия Universal. Фильм «Люси». Далее, еще один фильм Люка Бессона. Фильм «Валериан и город тысячи планет», в котором снялись Дэйн Дехан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн и Риана. Такое вот издание на Blu-ray. Так выглядит внутри. Это у нас фантастический боевик. Он выходил также в формате Blu-ray 3D на нашем рынке. Фильм «Валериан и город тысячи планет». Далее, следующее кино, это у нас комедия «Джунгли зовут. В поисках Марсупилами» от создателей «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Здесь снялись Ален Шаба и Жамель Дебуз. Ален Шаба, он был режиссером и «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатры» данного фильма. В данном фильме он также снимался как актер, а в «Миссии Клеопатры» он играл роль Цезаря. А Жамель Дебуз, он также снимался в фильме «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» и играл там египтянина. А данный фильм основан на серии франко-бенгальских комиксов, которые были потом экранизированы в виде мультсериала, а это полнометражный фильм по данным комиксам. Про зверька. Такой вот вкладыш. Веселая комедия. И здесь также появлялась Селин Дион. Далее.
фильм «1+1» от режиссеров Эрик Толедано и Оливье Накаш. Один из самых известных современных французских фильмов. Главные роли здесь сыграли Франсуа Клюзе и Омар Си. Данный фильм представлен у меня вот в таком издании. Здесь это нормальное издание, потому что у данного фильма было нескольких изданий. Это уже улучшенное. Здесь у нас нормальный звук, есть дополнительные материалы. Но это не единственное издание данного фильма, которое у меня есть. Также у меня есть такое вот издание. Коллекция фильмов режиссеров данного фильма. Здесь также представлен данный фильм 1+1, фильм «Праздничный переполох» и фильм «Самбо», в котором также снимался актер Омар Си, что и в 1+1. Такое вот издание, которое стоило недорого. Здесь повторяется на обложке. И присутствуют карточки. Внутренний арт внутри. С кадрами из фильма. С кадрами из фильмов. Три карточки с постерами фильмов. 1+1. Фильм «Самбо». И фильм «Праздничный переполох». Сзади на них ничего нет. И также есть небольшой буклет, в котором рассказывается о данных фильмах с кадрами из них. Кадры со съемок. «Самбо». И «Праздничный переполох». Такое вот издание с фильмами данных режиссеров Оливье Накаш и Эрик Толедано. Далее. Еще один англоязычный французский фильм «Резня». Фильм Романа Полански. В данном фильме роли сыграли Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Кристоф Вальтз, Джон Си Райли. Такой вот фильм Романа Полански. Далее французский анимационный фильм «Астерикс. Земля богов». Один из последних полнометражных анимационных фильмов про данных персонажей. Данный анимационный фильм мне понравился, поэтому присутствует у меня в коллекции в формате Blu-ray. И это был последний Blu-ray диск. Также некоторые французские фильмы, небольшое количество, есть у меня на DVD. И первый фильм — это фильм «Отпетые мошенники», в котором снялись Жан Рено и Жан Дюжарден. Такое вот издание из журнала компьютерного Computer Build с данным фильмом. Обложка была напечатана. Фильм «Отпетые мошенники». И, наконец, есть такое вот издание с европейскими фильмами, из которого во Франции или с Францией были связаны фильмы «Париж, я люблю тебя», «У каждого свое кино» и «Ангел А». Вот кадр из «Ангел А». А вот эти три фильма. «Париж, я люблю тебя» — это антология фильмов
короткометражных, снятых разными режиссерами про Париж. У каждого свое кино. Это антология небольших фильмов короткометражных, снятых для Каннского кинофестиваля. И «Ангел А» — это еще один фильм Люка Бессона, который есть у меня в коллекции. Такое вот издание. И здесь мы видим опять того же актера французского, что и в фильме «Марсупилами». Такое вот издание. На этом моя коллекция французских фильмов закончилась. Надеюсь, вам что понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. И пока.